Здравствуйте, друзья! С вами Пластмассовый енот, канал АТПА и не только. Представляем вам свой перевод на русский язык ролика с канала JCon. Спасибо каналу JCon за отличное видео. Это поддерживающие ребра, также известные как ребра жесткости. Они важны при проектировании и требуют учета угла уклона. Давайте рассмотрим ребра жесткости более подробно. Толщина их основания должна составлять 2/3 от толщины связанной стенки. Например, если стенка имеет толщину 1 мм, основание должно быть 0,75 мм, то есть 2/3 толщины стенки. А в некоторых случаях даже тоньше. Например, 0,6 мм при толщине стенки в 1 мм. Более толстые ребра, равные по толщине стенки, могут вызывать дефекты, такие как усадка на обратной стороне изделия. Давайте продемонстрирую, как выглядят эти дефекты. Это 4 ребра жесткости с разной толщиной. Перевернув деталь, можно увидеть следы усадки, отмеченные серебристым маркером. Это небольшие углубления, которые вызваны ошибками при проектировании. Данный дефект ухудшает внешний вид изделия, поскольку он заметен на противоположной стороне детали. Этот момент следует учитывать. На верхней части дефекты почти не видны, так как она была спроектирована правильно. Используемый материал также крайне важен. Его необходимо учитывать при проектировании изделия. Ребра жесткости используются в следующих случаях. Например, они служат для усиления жесткости этого изделия, придавая ему дополнительную прочность. В данном случае они используются как основание для держателя карандашей. Это пример удачного дизайна. Дефекты усадки здесь не имеют значения, так как они находятся с внутренней стороны держателя карандашей. И хотя для данного изделия этот момент не критичный, его стоит учитывать при проектировании прочих изделий. Здесь видно, как эти монтажные втулки усиливаются ребрами жесткости для их дополнительной поддержки. В этом примере ребра жесткости используются для того, чтобы зафиксировать печатную плату между зажимами и крепежными элементами. В другом изделии они фиксируют батарею, а над ней должна размещаться печатная плата. Здесь ребра жесткости удерживают и батарею, и печатную плату на своих местах. В данном изделии элементы жесткости используются для того, чтобы придать изделию дополнительную прочность. Однако неясно, насколько правильно реализована эта конструкция. Похоже, что изделие немного деформировано. Но сложно сказать, была ли эта особенность заложена при проектировании или возникла случайно. Вот пример, где ребра жесткости нужны для изоляции датчика. Они защищают его от воздушного потока. Здесь ребра жесткости используются для усиления крепежных узлов и пластиковых компонентов. Ребра жесткости в данном изделии усиливают всю конструкцию в целом. Следы усадки на обратной стороне, которые вызваны крепежными элементами, помечены маркером для наглядности. Спасибо за просмотр. Спасибо за ваше время и внимание. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, профессионалами не рождаются,
ими становятся.